вот, зеленая энергетика, да, это придумка не для всех и не для всего мира. Прокомментируй, пожалуйста. Ну, там действительно на саммите было много самых разных составляющих, но вот непосредственно энергетики касается, это 81-я статья, 82-я, по-моему, еще на ту же тему. На мой взгляд, пока все комментируют политические, культурные, там, финансовые какие-то последствия, это одно, а вот то, что, на мой взгляд, действительно такое эпохальное заявление, тут надо тоже попробовать. Начну издалека. Нам в последнее время без устали рассказывают о том, что устойчивое развитие – это, как ни странно, прежде всего та самая зеленая энергетика, снижение углеродного следа, декарбонизация, энергопереход и так далее, и так далее. Я в очередной раз говорю, что нам совершенно сознательно переворачивают значимость всего, что называются целями устойчивого развития. Напоминаю, что цели устойчивого развития утверждены Генеральной Ассамблеей ООН, и никаких слов о зеленой энергетике, никаких слов о декарбонизации там нет от слова вообще. Цели устойчивого развития, их 17 штук, ну и по значимости, так скажем, по важности список очень характерен. Пункт 1. Ликвидация нищеты. Ну, ничего зеленого. Пункт 2. Ликвидация голода. Очевидно, что одно с другим связано. Хорошее здоровье и благополучие, то есть обеспеченность медицинскими услугами, обеспеченность профилактическими медицинскими услугами и так далее, и так далее. Пункт 4. Качественное образование. Пункт 5. Но это, видимо, уже и в 2015 году было очень модно. Гендерное равенство. Пункт 6. Чистая вода и санитария. Пункт 7. Равный доступ к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии для всех. Дальше у нас достойная работа, экономический рост, индустриализация, уменьшение неравенства. То, что нас с тобой касается, это вот... Устойчивые города и населенные пункты. 12-й пункт – ответственное потребление и производство. И только 13-й имеет хоть что-то близкое к тому, о чем мы слышим теперь постоянно. Причем сформулировано на Генеральной Ассамблее. Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями. Где здесь слово «зеленая энергетика», где здесь солнечная генерация, где здесь ветровая генерация, где здесь декарбонизация? Ничего нет, потому что если говорить о климате, то вот это глобальное потепление – это та самая средняя температура по больнице. Добавьте пациентов в морг, и температура станет нормальной, называется. На самом деле очень много локальных проблем. Вот мы с тобой часто вспоминаем Центральную Азию. ООН, которая не отвечает за строительство солнечных ветряных электростанций, видит, что с каждым годом проблема с водой становится все более серьезной. Это и таяние ледников, это и проблемы с обмелением рек, это и проблемы с Каспием, тоже мелеет у нас на глазах. Вот эта проблема, связанная с климатом, с его изменением, а не борьба за высоту трубы или там за что-то еще. Почему это стали перевирать? Почему нам в глаза тычут необходимость избавляться от тепловой генерации? Тоже, в общем, достаточно очевидно, если вещи называть своими именами, что надо уметь понимать, где идет борьба за деньги, а где борьба за природу. Вот, все, что связано с зеленой генерацией, тем более с водородной тематикой, это борьба за деньги. Напомню, что чуть ранее борьба началась на уровне Европейского Союза. В 2009 году появилась декларация ОВИЭ. Декларация на языке Евросоюза – это документ, который не обсуждается, который подлежит неукоснительному выполнению, безо всякого. Вот там это прозвучало. Там обложка была такой двойной. Во-первых, мы сражаемся с глобальным потеплением. Во-вторых, мы сражаемся с зависимостью. Евросоюз на своей территории крупных месторождений нефти и газа не имеет. Уголь благополучно вычерпали. Остатки более-менее приличные есть в Германии и в Польше. Остальные свободны. В 1974 году, когда первый нефтяной кризис произошел, на всякий случай напоминаю, что их на самом деле было два. В 1974 году стоимость нефти выросла в 4 раза, в 1979 году еще в 2 раза. Но об этом почему-то решают, что вспоминать не надо.
Евросоюз наткнулся на то, что у него действительно есть проблема с зависимостью от поставок нефти на тот момент. В качестве альтернативы, ну, то есть вот, какие-то волнения на Ближнем Востоке, основной источник нефти на тот момент был для Евросоюза, и мы помним там вот все эти истории. Голландия, которая пересела на велосипеды, Германия, которая ограничивала движение по выходным дням, там, ну и так далее, и так далее. Страны начали по-разному уходить от этой зависимости. Тогда, в середине 70-х, стартовала действительно колоссальная программа Франции по атомной энергетике. Более 50 реакторов меньше, чем за 10 лет. Но это такое фантастическое совершенно строительство. Но это то, что мы сейчас нагоняем. Ну, мы никуда не торопимся. У нас другой немножко подход. Тоже, на самом деле, отдельная большая тема. В Франции это был ход Австрии, ход Франции. Австрия, Германия решили, что будем действовать по-другому. На тот момент Советский Союз, советский газ, советская нефть, это было надежным источником, это была альтернатива ОПЕК. В конце 60-х начались поставки сначала советской нефти, потом советского газа. И год за годом мы наблюдали, как строились новые и новые магистральные газопроводы. Но на рубеже нулевых годов, то есть вот на тот момент, те попытки, которые были предприняты еще в 70-х годах, тогда были первый заход на водородную программу, но по здравому размышлению все признали, что здесь экономической составляющей нет. Для производства водорода надо электроэнергии затратить больше, чем потом из водорода можно получить, на этом остановились. Сейчас другое дело, сейчас у нас водородная программа на каждом углу просто. Стали развиваться ветряные солнечные технологии, так скажем, фотовольтаика, ветряная энергетика. И на тот момент, середины нулевых годов, Евросоюз был мировым лидером. И на самом деле, если убрать все слова про зависимость, независимость, идея была до предела простая. Если мы, технологические лидеры здесь, можем удовлетворить не только самих себя, но и, завернув все в зеленую повестку, просто заставить покупать весь остальной мир те самые солнечные панели, те самые ветряные турбины. Ну так, если отбросить. Подходили, с одной стороны, в общем-то, даже последовательно. То есть сначала максимально льготные условия для развития у себя, для того, чтобы производство набрало масштабирование. Потом, соответственно, выходить на те страны, которые коллективный Запад считает развивающимися. Вот такой термин повесили. Мы, кстати, тоже развивающаяся страна, они развитые. Вот они уже развитые. Смотришь, бывало, вот на Румынию, понимаешь, это развитая страна. Смотришь на Китай, развивающаяся. Догоняет постепенно. Вот не буду больше комментировать, вот пользуются они такой терминологией и пользуются. В 2015 году пытались навязать все слова про зеленую энергетику и на уровне ООН, но не прошло. Просто не прошло. Дальнейшее, вот, начиная с 2015 года, устойчивое развитие и пошло. И улавливание тепловых газов, еще что-то. После 2011 года умудрились вычеркнуть из безуглеродной энергетики атомную энергетику. Потому что мы же видим, вот градирня, а из нее радиация валит. Вот, и углекислый газ там прячется между всем этим. Старались изо всех сил. А дальше произошло следующее. Китай, посмотрев на то, как увлекательно занялись строительством панелей и турбин в Европе, присмотрелся к этой технологии и совершенно спокойно ее забрал. Там каких-то глобальных ноу-хау, которые можно запатентовать и пытаться потом всем продавать, просто нет. Это настолько не новое. Собственно говоря, ветряную мельницу он еще Дон Кихот копьем воевал. А с учетом масштабов экономики Китая, площади его территории, его ростом спроса на электроэнергию и наличием такого замечательного органа, как экономический отдел ЦК Компартии Китая, все произошло достаточно быстро. Тем более, что Евросоюз, рассчитывая на то, что он будет заниматься только производством, забыл о том, что необходимы и какие-то исходные материалы для этого. Это не только сталь, не только стекло, но это целый спектр редких металлов, редкоземельных металлов. Китай, собственно говоря, практически монополист на день сегодняшний, с учетом тех объемов, которые у него есть.
То есть, отказываясь от одной зависимости, они немножечко попали в другую. Но инерция набрана, регулярно проходят всевозможные экологические совещания, и вот это навязчиво. Берите нашу европейскую модель. Европейская модель, она просто замечательная. Льготные условия по кредитованию, это еще можно понять. Льготные условия по выдаче лицензий, с тем, чтобы все это было побыстрее, согласовать, кто где строит, пожалуйста. Но был достаточно суровый уже с технической точки зрения шаг. Все операторы объединенных энергосистем получили требования на право первой ночи для зеленой генерации. То есть вот есть масса электростанций, есть спрос на электроэнергию. Прежде всего закупаем то, что выработано на ветровых солнечных электростанциях. Все остальные потом. Вот это, собственно говоря, и дало толчок. Льготные кредиты раз, государственные гарантии всевозможные два, ускоренная выдача разрешений. И вот то самое необходимость покупать, прежде всего, зеленую энергию. Давайте ее для краткости так назовем. Что это дает для Европы? Ну, тарифы мы на электроэнергию там видим. Попытка забыть, что и солнечная, и ветровая генерация климатически зависимы, я вот такой мягкий термин выбрал, на самом деле это альтернативная прерывистая генерация, где слово «прерывистая», оно вот принципиально. У нас только Ирина Аллегрова умеет тучи разводить руками, все остальные нет. Поэтому солнечная генерация, есть солнце, есть генерация, нет солнца, нет генерации. А что это означает в условиях объединенной энергосистемы? Вот у вас круг потребителей, которым нужна электрическая энергия. Вы, будучи оператором энергосистемы, видите, вот прекрасный ветер, замечательное солнце, все в порядке. Работают предприятия, обеспечена электроэнергией, все, кому это необходимо. Вдруг ветер стих, тучи пришли. Дождик начался. Потребитель не поймет, если вы его оставите без электроэнергии, тем более, если это касается, ну, допустим, производства с непрерывным циклом. Не получается. Значит, всю вот эту зеленую красоту нужно каким-то образом стабилизировать, балансировать, с тем, чтобы на момент внезапной остановки генерации потребитель этого не почувствовал. Либо накопители энергии. Но накопители энергии, экономически оправданные, гигаваттного класса, это гидроаккумулирующие электростанции. Та же гидроэлектростанция, но работающая в двух режимах. Не только вода сверху вниз, но и вода снизу вверх. На тот момент, когда, предположим, зеленая генерация лишняя, потребителей нет, включаем насос и поднимаем воду. На тот момент, когда... Борис, прервись, пожалуйста, да. На тот момент, когда климат играет в другую сторону, тучи и штиль, вода сбрасывается. Поскольку воду можно накапливать в больших объемах, соответственно, как аккумулятор, это такой огромный, массивный, и работать может бесконечно. Пока работают насосы и гидроагрегаты, работает себе и работает. Но есть требования от рельефа, никуда от них не денешься. Перепад высот должен быть, ну, хотя бы 100 метров, потому что должна быть плотина. Такие места в Европе закончились. То есть построить там новую гидроаккумулирующую электростанцию на день сегодняшний практически невозможно. Даже Швейцария, у которой есть горы, уже все возможности рельефа исчерпала. Попытки играть в химические накопители, литий-ионные батареи и прочее, утыкаются в стоимость. Тоже проблема. Причем мы все это видим, мы все это наблюдаем. Тем не менее, навязывание зеленой повестки продолжается. Идея понятна. Если мы вам, африканские страны, допустим, будем давать кредиты на то, чтобы вы строили зеленую генерацию, мы вам заодно и свои панели вместе с ветряками и продадим. И будет нам хорошо. У нас рабочие места, вы нам денег должны. Ну, и я так понимаю, что вот как раз вот эта статья, да, и страны БРИКС и приняли, что... Ну, дело вот то, что страны БРИКС это приняли, это понятно. Но хронологически первым об этом вслух заговорил, вот не стесняясь называть вещи своими именами, Владимир Путин на российской энергетической неделе в 2021 году.
что сценарий энергетического перехода не может быть глобальным. Он у каждой страны свой. У каждой страны свои взгляды на собственное развитие, свой набор первичных энергетических ресурсов, своя география, свой климат. Ну, если мы говорим о постсоветских странах, понятно, что солнечная генерация в городе Норильске, так себе нужна. С другой стороны, Узбекистан. С его уровнем инсоляции не пользоваться солнечной генерацией, просто глупо. Что ж, оно есть и есть. Но каждая страна решает, как это делать. Каждая страна решает, как балансировать. Потому что в Германии, где с гидроаккумулирующими электростанциями тоже была беда, но хотелось больше и больше ветряков, одно время работали пиковые газовые электростанции. Это несколько компаний всего в мире умеют делать газовые турбины, которые выходят на 100% мощности меньше, чем за минуту. Есть такие. Например, компания Wärtsilä в Финляндии, где 100-мегаваттная турбина выходит на полную мощность за 48 секунд. Вообще что-то фантастическое. То есть выключила солнце, через минуту ты уже в полном порядке. С одной стороны. С другой стороны, что такое пиковая газовая электростанция? Она не работает все то время, пока есть солнечная ветровая генерация. Она просто стоит. А кто-то за это платит деньги, потому что рабочая смена на месте, все на месте. Кто-то построил туда газопровод, кто-то поставил весьма вероятно газокомпрессорную станцию, чтобы с такой скоростью все это нагнетать. Дорого. Но на это старались закрывать глаза. Владимир Путин, когда заговорил об этом, балансировку каждая страна решает сама. У кого-то есть возможности для строительства гидроэлектростанций, как Китай. Вот он у нас сейчас лидер в мире и по ветровым электростанциям, и по солнечным. Но при получении лицензии четко обозначено, сколько нужно платить за то, чтобы появилась гидроаккумулирующая электростанция. Поэтому у них все нормально, у них рельеф позволяет. В России гор не сказать, что много, так скажем, мягко. И тем более, что наше законодательство не предусматривает строительство гидроаккумулирующих электростанций, и крупных ГЭС тоже. Отдельная тема. Почему? Нельзя. Нельзя, потому что нельзя. Может быть, в законодательстве что-то изменится, потому что в последнее время об этом стали тоже говорить вслух, что мы сами себе создали проблему, надо бы как-то с ней распутаться. И Владимир Путин впервые заговорил о том, что вот такое решение, которое приняли в Европе, прежде всего закупаем зеленую генерацию и так далее, вот так делать нельзя. Потому что каждая страна, представим себе какую-нибудь, для примера, африканскую страну, где есть только зеленая генерация. Что это означает? Вот вы приехали туда, не знаю, на сафари слонов пострелять. В гостиницу заселились, утром в душ, а горячей воды нет, потому что солнце кончилось, тучи пришли. Чашечка кофе, дня через 2 будет. У нас сейчас муссонные дожди, ты пока подожди. А если без иронии, то получается, что у развивающихся стран нет возможности развиваться за счет крупных энергетических потребителей. Нет сталелитейной промышленности, электроэнергия нужна постоянно, нет цементной промышленности, строиться нельзя, нет химической промышленности, и так далее. То есть все, что только что перечислял в списке целей устойчивого развития, решить невозможно. Без электроэнергии ничего не получается. Прошло 3 года, и теперь вот это мнение поставлено ребром. Страны БРИКС желают развиваться. Не числиться в списке развивающихся, а развиваться. За это время произошли, конечно, какие-то изменения даже в самом Европейском Союзе. Там вынуждены были признать, что выбросов углекислого газа атомные электростанции не дают. Пришлось признать. В прошлом году уже прошел некий форум по атомной энергетике в городе Брюсселе, где собрались, совещались о том, что нужно строить больше атомных электростанций. Они дают независящую генерацию ни от погоды, ни от времени года. Собрались ведущие страны, не было только России, Китая, Индии. И они... А Германия? Ее тоже не было. Или была, какая... Она же закрыла последнюю. Совещались те, кто не умеет строить атомные электростанции. Мне это до слез понравилось. И, кстати, президент Арбини оттуда, с этого совещания, привез предложение от американцев построить атомную электростанцию в Армении. Премьер-министр. Премьер-министр, простите. Те, кто атомные электростанции реально строят, от Турции, например, приехал министр иностранных дел. Посидел, послушал и уехал.
договариваться с Росатомом о том, что он будет строить вторую атомную электростанцию. Разговоров много, движений мало. То, что сейчас это признали все страны БРИКС, это развязывает руки, то есть нет необходимости зацикливаться на зеленых ветряках, на турбинах и панелях. Можно делать то, что тебе удобнее. Есть у тебя уголь, строй угольные электростанции, есть у тебя газ, строй газовые электростанции, есть еще какие-то решения, там, не знаю, геотермальная, приливная, какая угодно генерация, вот то, что ты считаешь для своей страны максимально удобным комплектом, нельзя отдавать предпочтение одному виду генерации. Что в таких случаях бывает, мы, к сожалению, наблюдаем, собственно говоря, каждый год, просто у нас об этом пишут мало. Есть страны в Африке, где практически вся генерация завязана на гидроэлектростанции, засуха. Вот сейчас в Таджикистане чрезвычайная ситуация в энергетике. Было засушливое лето. Для того, чтобы не было веерных отключений, введен график, когда можно пользоваться. Почему? Потому что не хватает тепловых электростанций. Должно быть всегда в комплекте. Только в этом случае вы действительно обеспечиваете седьмую в списке целей устойчивого развития надежную, современную генерацию. Соответственно, сейчас, на мой взгляд, получается, что Европа и примкнувшие к ним там кто угодно могут жить по своему сценарию, а мы будем жить так, как нам удобнее. Соединенные Штаты, кстати, несмотря на всю риторику, тоже одновременно строят у себя и газовые электростанции, и солнечные. Не брезгуют отнюдь. Если бы умели, они бы даже атомные строили, но пока не получается. Может быть, со временем научатся, пройдут годы. Вот. Так что, на мой взгляд, заявление эпохальное. Заявление не то, чтобы это надо считать победой над Западом. Это победа здравого смысла. Действительно, если у вас в недрах есть газ и уголь, то почему вы должны зацикливаться на солнечных панелях? Неудобно. И дорого. Дорого, неудобно. Ну и, кстати, раз уж мы про зеленую генерацию заговорили, риторика о том, что себестоимость производства электроэнергии на альтернативной генерации, на солнце, на ветре, уже дешевле, чем на традиционных, она звучит постоянно. Это совершенно замечательно. Но это до того момента, когда эту электроэнергию не надо выводить в объединенную энергосистему. Вот там дешево. А вот здесь получается нечто странное, потому что нужно строить новые линии электропередач. Если нет возможности балансировки за счет гидроаккумулирующих электростанций, можно балансировать только за счет самих себя. Ну, если мы говорим о Европе, ну, как там, в Испании безоблачное небо, как обычно, солнце, прекрасно, в Финляндии дождь, ветра нет. Значит, нужно уметь перебрасывать излишки электроэнергии, вырабатываемые в Испании, туда наверх. В Испанию пришли тучи, в Швеции прекрасный ветер, в обратную сторону. Профессионалы энергетики, их в Европе достаточное количество, говорили об этом постоянно, но только в середине этого года им удалось сформулировать свое мнение. И на сайте НСОЭ, это Ассоциация компаний и операторов объединенных энергосистем Европы, тоже на всякий случай, когда вам говорят, что есть некая объединенная энергосистема Европы, вам опять же врут. Там 6 объединенных энергосистем. Не одна, а 6. Вот они собрались и посчитали, что сделать для того, чтобы можно было балансировать вот эти пики производства, отсутствие производства только за счет зеленой генерации. Если остановиться на том количестве солнечных ветряных электростанций, которые построены уже сейчас, ну, вот остановились и занимаемся только линиями электропередач. 2 триллиона евро. В пределах Европы. Хорошая цифра. Хорошая цифра. То есть то, что России удалось избежать этой заразы, просто вот представьте размеры Европы, и там 2 триллиона, а теперь размеры России. Вот. И тут опять надо отдать должное нашему Министерству энергетики. Здесь шаг за шагом нам вот этот европейский флер зеленый удалось сбросить поэтапно, пошагово. Первым шагом было то, что системный оператор, Центральное диспетчерское управление, получило право отключать любой тип электростанции, если идет перепроизводство электроэнергии. Раньше, ну, заканчивается рабочий день, все ушли с работы, столько электроэнергии не надо. Что выключаем первыми? До 2021 года выключали что угодно, только не солнце и ветер, они у нас были на привилегированном положении. Сначала убрали это. Первый шаг уже хорошо.
И уже те компании, которые высчитывали, где хорошая роза ветров, не спрашивая, надо там кому-то дополнительный источник электроэнергии или нет, уже начали задумываться, что у вас и так коэффициент использования установленной мощности около 20%. Тут будут еще и выключать. А в мае этого года уходящий министр энергетики сделал следующий шаг. Вы можете проектировать какие угодно солнечные ветряные электростанции, пока не получите одобрение системного оператора, вы не строите. То есть, если он скажет «надо», Да, если можно. если можно. Почему могут быть проблемы? Ну, вот ситуация, которая, к сожалению, летом этого года на юге была, она хорошо известна. Я, по-моему, это сразу говорил. Жара на нашем юге, точно так же, как в Европе, сопровождается штилем. Скорость ветра, вот те 2 недели, когда у нас на юге было под 40 и за 40, 2 метра в секунду. В объединенной энергосистеме юга доля ветровой генерации 12%. 12% сразу исчезли. Сразу. Вот ничего не произошло, нигде не авария, а вот они просто не работают. Так что я, конечно, приветствую огромные темпы развития зеленой генерации у нас в России. Они просто семимильными шагами двигаются вперед. И системный оператор прогнозирует, что в этом году в общем балансе доля зеленой генерации превысит 1%. Ну, так рассчитывают на 1,1.